Добрый день, мои уважаемые подписчики. Сегодня хочу начать серию общих раскладов, которые я буду делать с помощью метафорических карт. Метафорические карты очень хорошие в плане работы, особенно с детьми. Дети очень любят картинки, иллюстрации и всегда с удовольствием откликаются на рассуждения о том, что изображено на той или иной карте. Эти карты дают очень много информации о том, что же происходит с ребенком. А также эти карты можно использовать и в работе со взрослыми людьми. Взрослые тоже внутренне остаются на всю свою жизнь детьми, и поэтому иллюстрации их переключают в некое иное состояние и позволяют заглянуть в глубины их души. Сегодня я хочу предложить общий расклад, который называется «Я в профессии». Тема профессии нас всегда очень волнует, как в детском возрасте, а кем я буду, так и во взрослом возрасте. В данном раскладе у нас будет 4 вопроса. Первый вопрос – какой я в профессии? Второй вопрос – какой я с коллегами и начальством? Дальше. Удовлетворены ли мои честолюбивые стремления? Внешние факторы, которые мне могут мешать на работе. Какой я с клиентами? Удовлетворен ли я своими доходами? Внутренне сдерживающие факторы, какие у меня на сегодняшний день существуют. И совет, что делать и к чему стремиться. Итак, 8 вопросов, 8 ответов. Очень важное правило в работе с метафорическими картами, когда вы показываете карту своему клиенту, то ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно отвечать на то, что вы видите. Здесь важно именно видение человека, с которым вы общаетесь. В данной методике ваша точка зрения, наверное, не очень важна. Важно, как вы правильно зададите вопросы для того, чтобы полнее раскрыть то, что чувствует и видит в карте ваш клиент. Итак, первый вопрос. Какой я в профессии? Ну, здесь мы видим, что я достаточно ответственный человек. Я могу брать ответственность на себя и за, если я начальник, за своих работников. Если я являюсь сам специалистом, то я знаю свое дело. Посмотрите, женщина наводит порядок в аквариуме, у нее огромное количество домашних животных, сразу же 3 кота, все коты ухоженные, да, и она очень, скажем так, тщательно занимается всеми этими животными и ухаживает за ними. То есть я могу сказать, что в профессии вы человек ответственный, аккуратный, человек, который может брать на себя серьезные нагрузки и выполнять, причем каждодневно выполнять ту или иную работу. Если посмотреть второй вопрос, какой я с коллегами и с начальством, то здесь, опять же, карта нам позволяет с разной точки зрения, посмотреть, на кого упадет мое внимание. Если же я, например, посмотрю на персонажа «Бабушка на велосипеде», центральная фигура этой карты, то я могу сказать, что я, в принципе, человек, который готов к новому, готов к движению, что я готов с коллегами идти в какие-то новые проекты, независимо от моего возраста, состояния и так далее. То есть я всегда, в общем-то, в центре внимания, я всегда хочу что-то новое. Вот такая замечательная карта, да. Ну, а если, например, я увижу себя с какой-то с другой позиции, да, это будет какой-то другой персонаж, то, конечно же, картинка будет меняться и видение будет меняться. Удовлетворены ли вы моими честолюбивыми стремлениями, да, удовлетворены ли вы? Смотря на карту, я вижу, девушка сидит, да, в одиночестве, а перед ней какая-то вкусная еда, вдалеке находятся напитки, ну и она рассуждает, да, думаю, что, наверное, не очень удовлетворена.
по выражению лица она о чем-то мечтает и о чем-то думает. А может быть, нужно сделать так, а может быть, нужно сделать так. То есть она в размышлениях, что-то не хватает. А может быть, мы увидим, что ей хорошо, и полон стол вкусной еды, и она просто отдыхает, и все замечательно складывается. То есть здесь, опять же, как увидит клиент. Внешние факторы, которые мне мешают. Ну, наверное, это достаточно сложные проблемы. И мы видим, что одна проблема переходит в новое, в новое, в новое. И каждый раз нужно преодолеть, подняться на гору, каждый раз нужно преодолеть себя. Поэтому здесь мы видим, что внешний фактор достаточно большой спектр сложностей на работе, с которыми мне приходится сталкиваться. Следующий вопрос. Какая я с клиентами? Ну, наверное, готовая всегда клиентам угодить, сделать приятное, наполнить их какими-то новыми ощущениями. Карта мне дает понимание этого. Удовлетворена или удовлетворен ли я своими доходами? Ну вот тут, наверное, карта скорее скажет о том, что не очень, да, что-то я грущу и ожидаю от этого озера и от своего отражения чего-то еще. Я что-то жду. Да, ничего не делаю, но хочу, чтобы что-то поменялось. Я ожидаю, а может быть вот прилетят новые проекты, новые идеи, и я оживлюсь, и пойдет движение. То есть я в ожидании, наверное, не очень удовлетворена, хотелось бы чего-то большего. Внутренние сдерживающие факторы какие на сегодняшний день? Я вижу, что впереди для меня неясная дорога. То есть я не понимаю, а что будет дальше. И как мы здесь видим с вами, внутренний сдерживающий фактор – это выбор правильно сделать, куда пойти. Или сюда пойти, или пойти вот на тот луг, где сидят люди и отдыхают. Вот сдерживающий фактор, наверное, это является правильно сделанный выбор. Вот здесь всегда очень сложная ситуация, а как поступить в той или иной ситуации. Поэтому всегда меня сдерживает вот этот вот выбор. И от этого выбора, естественно, зависит то, что будет со мной в дальнейшем. Ну и совет, что делать, к чему стремиться. Ну, вот карта нам говорит о том, что надо побольше развиваться, заниматься своим развитием, может быть, пройти курсы, может быть, уединиться для понимания каких-то более существенных моментов в своей работе. То есть самосовершенствование никто не отменял. И, может быть, как раз вот это вот самосовершенствование позволит мне более успешно проходить через препятствия в работе, получать удовольствие и чувствовать себя комфортно, но и повысить свой доход. В общем-то, потенциал у вас замечательный. Вы ответственны, вы готовы к новому, вы умеете работать с клиентами и со своими работниками. То есть остается только утвердиться в своем выборе, получить новые знания и добиться новых результатов. Итак, на этом расклад общий закончен. Приглашаю вас вот на такие интересные метафорические расклады. Всегда рада вам помочь. Всего хорошего, хорошего отдыха. До свидания.